Здравствуйте, с вами программа «Время Икс», и меня зовут Ксения Вишневская. 16 по 18 февраля в нашем городе состоится первая конференция с международным участием «Публичная дипломатия в молодежной среде». Виктория Кошлякова у нас сегодня в студии, главный редактор молодежного дипломатического журнала «The Youth Diplomacy». Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про организацию вообще конференции, кто участник и, самое главное, кто организатор является. Организатором у нас является молодежный дипломатический журнал при поддержке севастопольских организаций общественных, также высших учебных заведений и ряда государственных учреждений. Что касается целевой аудитории и количества участников, у нас будут принимать участие как студенты Севастополя, так и школьники Севастополя. Также у нас планируется несколько участников из регионов Российской Федерации, в частности, это Самара, город Москва, и планируется несколько участников из города Москвы, которые обучаются там, но являются иностранцами. А по поводу спикеров? По Вот поводу интересно. спикеров, да, хотела еще сказать по поводу спикеров, о том, что у нас очень объемная программа. Ну, у вас плотная, да, программа, я видела у вас. Делали по максимуму для того, чтобы охватить широкий круг вопросов, и ребята вынесли по итогу мероприятия полезную и интересную какую-то информацию и знания. У нас будут спикеры, в частности, депутат Законодательного собрания Татьяна Георгиевна Лобач. Также у нас будут и представители общественных организаций как «Опора России», так и Севастопольское региональное отделение УНФ, будут также и Союз женщин России, наше Севастопольское отделение, будут заведующие кафедры, преподаватели Севастопольского государственного университета теории перевода. Ну, в принципе, очень огромный список, я просто не хочу всех перечислять, потому что И времени не хватит. да, времени не хватит. Да. Скажите, а темы основные, которые будут там освещены? Ну, мы затронули актуально на сегодняшний день, это спорт. Роль спорта и физической культуры в дипломатии, это роль женщины в современной политике. Также будут тренинги и мастер-классы по деловому этикету в дипломатии, как себя вести, культура мира и тому подобное. Скажите, а целевая все-таки аудитория ваша основная, которая будет посещать эту конференцию в эти даты, какая? Студенты. Студенты. Да, большинство, основная масса это у нас студенты. А идея, концепция самого этого проекта, как она вообще родилась и как вот вы это все организовали? Но что касается идеи, у нас летом была школа молодого дипломата, и определенный промежуток времени не проводились никакие мероприятия по международным отношениям, в частности. И решили провести данное мероприятие, потому что нужно расширять и нужно давать нашей современной молодежи знания в той сфере деятельности, которая здесь не преподается, которая здесь может быть только изучена, когда человеку либо расскажут специалисты, либо он сам начнет это изучать. Но все мы понимаем, что не у всех получается найти время для того, чтобы изучить определенную сферу деятельности, либо определенный вопрос. Поэтому мы таким образом пытаемся как-то расширить в Севастополе. Скажите, а эта конференция вообще планы на будущее в целом, она будет ежегодная или как вы видите развитие? Но пока мы не строим никаких планов, нам нужно для начала провести эту конференцию, которая будет первая. Возможно, в дальнейшем, не исключаю тот момент, в том, что она будет у нас ежегодная, возможно, даже и в дальнейшем будем проводить подобные конференции 2 раза в год. Скажите, вот так как она международная, я так понимаю, что там будут и участники тоже, да, Да. то, что вы перечислили. И вот в целом, были ли трудности в организационных моментах, может быть, потому что так как что-то появляется у нас первое, всегда есть много недоделок, либо вопросов, которые вы учитываете на будущее? Ну, честно я вам скажу, никаких трудностей не было, потому что все те организации, все те спикеры, которые, в принципе, у нас есть в этой программе, они отозвались с радостью и готовы поделиться своим опытом, рассказать что-то новое современной молодежи, и трудностей никаких, в принципе, не было. Что со спикерами, что с программой. Виктория, на ваш взгляд, вообще наша молодежь, насколько ее интересуют эти темы и насколько они активно принимают участие во всех этих изучениях этих тем? Ну, для многих это новая тема, поэтому очень много современных участников, современной молодежи и, в частности, участников данного мероприятия, они новые лица.
те лица, которые, в принципе, и те фамилии, которые я нигде еще не встречала, это первокурсники, если брать, к примеру, регион Самара, те ребята, которые должны приехать, это и первый курс, которые только поступили, которые сдали только сессию и уже готовы участвовать во всех мероприятиях, которые есть только у них в городе и на территории Российской Федерации. Вот. И что касается наших, тоже очень много новых лиц, и я очень рада тому, что наша молодежь интересуется не только той сферой деятельности, которую они изучают, либо занимаются этим, являясь их хобби, они еще интересуются новым, расширяют свои знания и опыт. Скажите, такой вопрос. Что после конференции, что они значимого получат от нее? И, может быть, какие знания приобретут, на ваш взгляд? Что она дает? Какую смысловую нагрузку, помимо того, что это будет, естественно, как бы опыт, обмен Мгм. опытом, общение, знания, но и в целом. Вот как вы это оцениваете? Ну, во-первых, это знакомство с новыми людьми. Это как и участники, так же и спикеры. Плюс мы затронули, как я уже говорила ранее, обширный круг, который не затрагивался ни на одном ранее мероприятии. Мы сделали еще во время этой конференции и заблаговременно давали им кейс-задания. Кейс-задания у нас направлены на урегулирование конфликта в Южно-Китайском море. Распределили их на команды. То есть у них будет еще, помимо того, что они будут слушать лекции и тренинги, у них еще будет на этой деловой игре командная. Основная цель — это команда. И они Кстати, должны без будут... команды, извините, перебью, без команды вообще очень сложно, в принципе, что-то Да, создать. да. Поэтому это вот хороший акцент. Поэтому мы вот решили сделать в том, чтобы у нас была именно командная еще помимо этого работа, чтобы ребята могли как-то Мгм. более расширить свои знания. Мы все знаем, что сейчас без ораторского искусства и, в принципе, без ораторства очень сложно пройти куда-то далее. Вот у нас основная Виктория, у цель. нас, к сожалению, не так много времени. Да. Хотелось бы еще поговорить, естественно, так как вы являетесь главным редактором Мгм. журнала, собственно говоря, о самом журнале, рассказать про его концепцию и какая смысловая нагрузка у этого издания. Ну, мы решили создать еще в марте этот журнал прошлого года. И, в принципе, основная у нас нагрузка, основная цель данного журнала — это, в принципе, как и мероприятие, это расширить знания молодежи не только Севастополя, но и современной молодежи, которая проживает на территории Российской Федерации. В частности, мы еще и охватываем зарубежье, потому что у нас в редакции есть ребята, которые являются как жителями Севастополя, так и жителями определенных регионов Российской Федерации. Так у нас есть и представители из Германии, из Берлина в редакции. То есть у вас полноценная команда для Да, выпуска такого актуального журнала на да, сегодняшний день. Он с 2017 года, да, да, у вас выходит и в электронном виде. да. Вообще планы на развитие самого журнала и на, может быть, какую-то концепцию дальнейшую? Но сейчас он у нас выходит в электронном режиме, где можно с ним ознакомиться либо на сайте нашего журнала, либо непосредственно в социальных сетях. Что касается о дальнейших планах, то мы планируем, в принципе, его издавать в печатном виде и распространять не только на территории Севастополя, но и в ряде других учебных заведений и, в принципе, в других регионах. Мы сейчас уже второй выпуск у нас издавался в двух видах, на двух языках, на русском и на английском. Мы продолжаем эту деятельность, потому что для того, чтобы привлечь еще молодежь зарубежных стран, нужно для того, чтобы они понимали. Понимать можно не только и дав интервью нашему журналу, но еще и прочитав его по итогу. А темы основные, которые затрагиваете в этом журнале, они разные или вот все-таки около какой-то политической истории, может быть? Тема у нас самая разная. Мы берем интервью как касаемо отношений Востока и Российской Федерации. Также самое у нас было интервью с американистом, который, в частности, давал нам оценку санкций в отношении Российской Федерации, в частности, положение Российской Федерации на международной арене. Общались мы еще и с послами, которые находятся в Москве. У нас были во втором выпуске интервью и с представителем посольства Исландии, представителем посольства
Сейчас вот у нас есть интервью Замбии, которое мы будем выпускать в 3-м выпуске. В принципе, очень широкий круг. И вот даже сегодня, не могу не поделиться новостью, сегодня перед тем, как вам приехать, утром общалась с нашей сноубордисткой, которая сейчас находится в Южной Корее на Олимпиаде. И она делилась непосредственно впечатлениями и вообще какая ситуация, какая обстановка сейчас в отношении наших атлетов в Южной Корее. Слушайте, как интересно. То есть можно, прочитав в том числе ваш журнал, узнать с разных ракурсов и мнений, и Да. вообще, что думают, что чувствуют люди с разными мнениями. Виктория, спасибо большое, что вы к нам пришли. Спасибо. А я напоминаю, что у нас сегодня в студии была Виктория Кошлякова. Это была программа «Время Икс». До новых встреч.